Всех приветствую на канале. У меня в работе вот такой наборчик. Смотрите, состоит из двух таких листов. Просто на втором я уже экспериментирую с узором. Вот сумочка. Вот так мы потом будем соединять и просто присоединять одну часть к другой. То есть только две детали. Донышка здесь нет. Донышко формируется за счет соединения вот этих углов. Клеточка здесь 4 миллиметра. В состав набора входят еще вот такие ручки. И смотрите, что еще здесь есть. Иголочки сразу, две иголочки, маркеры. Смотрите, какая красивая бирка. Так, пришивная кнопочка. Пукли на донышко мы будем приделывать вот такими вот гвоздиками. И смотрите, ручки у нас, вот эти дырочки, да, это вот эти вот такие заклепки золотые. Очень красиво. Это все в одном наборе. В описании оставлю ссылку, где купить такой набор. И в работе мы будем использовать вот такую трикотажную пряжу. Такую вот с эффектом кожи. Смотрите, какой красивый коричневый цвет. И будет сочетаться вот такой вот с такой биркой, с золотом, да. То есть крючок нам здесь не нужен, только иголочка. Вот такая трикотажная пряжа. Отрезаем отрез, с которым удобно будет работать, ну, сантиметров 250-300, можете больше, так как это не полиэфирный шнур, который можно соединить с зажигалкой, а здесь мы уже с изнаночной стороны будем присоединять отрез к отрезу с помощью иголочки и нитки. Итак, я начинаю вот с этого угла. Вот, смотрите, лицевая часть у нас нашей сетки канвы, там, где такие выпуклые клеточки. Не гладкие, а выпуклые. Иду в этот уголок. Оставляем небольшой хвостик, мы сейчас его спрячем и считаем 1, 2, 3, 4. В четвертую клеточку делаю вот такие полоски. Так, конечно, в идеале красиво выпрямлять, чтобы у вас была красивая часть вот этой нашей пряжи. Она может быть немножко сморщенная, но главное, чтобы она была вот такая с лицевой стороны. Идем по диагонали в клеточку. Спускаемся вниз. И 1, 2, 3, 4. То есть у нас все 1, 2, 3, 4. Все полосочки по 4 клеточки. Только идут как бы по диагонали вверх. Снова спускаемся на клеточку выше. Раз, два, три, 4. Вот, видите, можно и вот так, чтобы оно было. То есть здесь не принципиально, чтобы как бы она была чисто гладкая, она может быть немножко со складочкой наша. Вот эта трикотажная пряжа. Раз, два, три, 4. Итак, идем сначала по диагонали. Вот таким образом, как я вам показываю. То есть двигаемся в этом направлении. Когда будем двигаться обратно, я покажу, как будут заполняться клеточки. Пока двигаемся вперед. Итак, смотрите, сделали вот такую полосочку в одном направлении, да. Разворачиваем наше вязание. Вот эту ячейку я не буду трогать. Здесь она у меня останется для соединения. И начинаю, завожу иголочку вот в эту ячейку. И будем двигаться в обратном направлении. Только смотрите, как у нас будут располагаться эти полосочки.
И заходим, здесь они у нас неполноценные, не по 4 клеточки. Раз, два, три сначала, да. И заходим вот так вот, делая полосочку под полосочку предыдущего ряда, скажем так. Так, здесь еще раз, два, три, четыре. Вот здесь уже идут полноценные. Раз, два, три, четыре. И четвертая клеточка находится под полосочкой предыдущего ряда. И тогда вот эти полосочки, они как бы, как такие, как косички получаются, да. Все, и теперь соблюдаем принцип. То есть уже вот эту клеточку мы не трогаем, а заходим сразу, чтобы были полоски по 4 клетки. Раз, два, три. И четвертая прячется под полосочкой предыдущего ряда. Раз, два, три и 4. И снова. То есть все, теперь соблюдаем вот этот принцип диагонали. Когда у нас вот клеточки по диагонали заполняем. Раз, два, три, 4. Я покажу еще раз, как мы заполним этот второй ряд и будем двигаться снова в противоположном направлении. Видите, как будет третья полосочка формироваться. Вот, смотрите, как сейчас красиво получается косичка. Все, соблюдайте принцип диагонали. Смотрите, все клеточки расположены по диагонали. Раз, два, три, 4. Четвертая клеточка должна находиться под полоской первого ряда. Все, вот так вот. Итак, смотрите, как я присоединяю эту трикотажную пряжу. Смотрите, просто внахлёст и любой стежок. С изнанки это не будет видно, учитывая, что с изнанки у меня еще будет и подкладка. Итак, вот такая косичка у нас получается. Делаем последний стежок именно в этом ряду и переходим на новый ряд. Сейчас покажу. Вот так вот делаем последний. Он у нас на 3 клеточки. Ну, чтобы вот здесь линия по диагонали соблюдалась, да. Так, сейчас, если перекручивается, вы с изнанки просто делайте, чтобы было красиво. Так, и следующий ряд. Начинаем с этой клеточки обратно, то есть с изнанки. Вот так вот заходим снова в эту клеточку. Я себе такой сделала длинноватый отрез, чтобы меньше соединений было. И опять же делаем вот такую же елочку, можно сказать. Такой паркет. Да. Вот так, в следующую клеточку. Так, следующую, смотрите, мы делаем уже раз, два, три, на 3 клеточки. То есть заходим под эту полоску. Так. И сейчас у нас получится раз, два, три, 4. Да, на 4 клеточки. И далее по принципу диагонали снова пойдем, чтобы полосочки были по 4 клеточки. Раз, два, три, 4. Вот четвертая. Итак, продолжаем дальше заполнять клеточки. Делаем снова диагональ. Все, у нас будет раз, два, три, 4 клеточки. И вот отсюда идет дальше наша диагональ. Все, смотрите. Когда дошли уже до 4, по диагонали все время двигаемся вперед, создавая вот такой вот, ну, паркет можно назвать, да, такой узор паркет. Шнур, пряжа ваша это закончится, присоединяем так, как я вам показала. Я просто это делаю иголочкой.
не хочется вправлять где-то здесь, да, потому что потом на лицевой стороне все-таки может куда-то зацепиться, вылезти. Надежнее все-таки пришить. Ну, мне так больше нравится. Вы же смотрите сами по желанию. А я заполняю клеточки и двигаюсь вперед. Итак, третий ряд, смотрите, последняя ячейка. Вот, как-то так. Теперь идем в обратную сторону. То есть все время по такому же принципу. Вот эту ячейку не буду захватывать, она очень маленькая. Так, протягиваем вот сюда. Далее в эту уже можно протянуть. Если где-то перекрутилось, выпрямляем. Так, чтобы с лицевой стороны было красиво. И опять же по такому же способу. Так, все, эта полосочка у нас уже тоже была 4 клеточки. Угу. Далее все. Раз, два, три, четыре. Вот уже по этой линии идет диагональ. Все таким способом заполняем все клеточки, двигаемся в этом направлении, то есть идем, заполняем этот угол, а потом я беру новый отрез и заполняю в эту сторону тоже по такому же принципу. Вот такой как бы паркет. Как нить присоединять, я сказала. Далее я вам покажу, как соединить две детали, как выкроить подкладку. И соберем уже готовый шопер, готовую сумочку. Узор совсем не сложный, но так как у меня очень красивая вот эта пряжа, да, то здесь не стоит ничего усложнять и делать какие-то там сложные узоры. Продолжаем заполнять. Итак, как оплетаем в самих уголочках? Вот у меня уже она вся оплетена. В принципе, тут ничего сложного нет. Вот, смотрите. Дошли, остался у нас один уголочек, второй. Сначала мы оплетем оставшийся один маленький, и потом перейдем ко второму. Сейчас немножко покажу, но в принципе ничего сложного здесь нет. То есть плели в одну сторону, разворачиваемся, плетем в другую, начинаем с края. 3 клеточки у нас сначала. Да, идем в следующую. И тут у нас уже будет 4. То есть опять же соблюдаем принцип 4 клеточек. Так, и смотрите, дальше не идем, мы потом закончим этот отрезочек. Просто возвращаемся опять в обратном направлении. И опять плетем елочку в другом направлении. Все, здесь у меня тоже сначала 3 клеточки, потом с краю 4 клеточки. Так, здесь раз, два, три, 4.
вот сюда. Остается незаполненный небольшой отрезочек. Опять возвращаемся в обратном направлении. То есть просто соблюдаем наш узор. Вот в эту клеточку зайду. Все, заполнила этот уголок. Так, вот этот уже даже показывать не буду. По такому же принципу. То есть я начинаю отсюда. Да, просто беру отдельно отрез, оставляя хвостик. То есть тут уже пришивать ни к чему не буду. Оставляю хвостик. И иду в этом направлении. Раз, два, три клеточки. Раз, два, три, четыре. Вот так принцип диагонали. Возвращаемся обратно и пока не заполним. Смотрите, что в конце делаю. Я сейчас обрежу свою эту пряжу, да, и вот здесь просто пришью. Вот так обрезаю, с изнаночной стороны пришиваю, так как у меня все равно в любом случае будет подкладка. Вот здесь видно, как я пришивала. И вот этот остаточный хвостик, его тоже мы пришьем. И сейчас покажу вам, как кроить подкладку. То есть я сейчас доделаю вот этот уголок и покажу, как кроить подкладку. Итак, смотрите, что касается подкладки. Так как две детали оплетенные я буду соединять между собой, делая вот так вот уголки и сплетая. Поэтому я просто сложила ткань изнанкой. Изнанка у меня внутри, но это без разницы. И приложила вот так вот одну деталь сумки. То есть, чтобы сразу выкроить две детали. И, я не знаю, ли видно здесь мелком, я обвела 1 сантиметр вокруг всей детали. Все, и теперь просто вырезаю и делаю строчку. То есть я уже когда буду сшивать, ну, не сшивать, буду вот так вот заворачивать, но не 1 сантиметр, а 1,5 где-то. Ну, чтобы потом пришивать подкладку, и отступ у меня был где-то 0,5 миллиметров. Ну, то есть если я выкроила и оставила 1 сантиметр, то 1,5 вот так вот закладываю и делаю отделочную строчку, чтобы потом вручную пришить внутри сумочки. Ну и по желанию, конечно, можно сделать еще карманчик на одной детали. Так, смотрите, что касается подкладки. Вот моя деталь. И я сложила вот лицо с лицом и соединила сбоку сначала, да, прошила здесь, как я и говорила, 1,5 сантиметра. Так, чтобы этот мешочек как раз идеально вошел в мою сумочку. С этой стороны то же самое. Что касается уголков, их можно было бы, в принципе, и не вырезать. То есть, когда кроили, просто по прямой. Но я вырезала, и теперь буду, вот когда боковой шов сделали, теперь буду здесь прокладывать строчку 1,5 сантиметра с одной стороны и со второй стороны. То есть, чтобы у меня получилось вот как бы такое донышко. И далее просто вот здесь мы тоже подложили 1,5 сантиметра. Потом подкладываю вот эту часть. Видите, здесь сделала надрезы, чтобы оно удобно подкладывалось. И уже что касается этой детали, мы просто здесь отделочную строчку такую сделаем на уровне 5 миллиметров, чтобы потом просто вложить нашу подкладочку и вручную уже пришить вот именно вот эту верхнюю часть к сумке. Что касается карманчика, я карман не буду делать. Я просто еще хочу сделать красивый кошелечек тоже на конве. Вы же как хотите. Если карманчик, просто пришиваем любой прямоугольник нужной формы, какой вам нужно. Поэтому вот сначала боковые швы, потом я делаю дно. Видите, вот здесь уже, когда мы выкраивали, да, у нас вот этот такой вот квадратик был. И поэтому я вот так вот сложила и опять же делаю строчку. Лишнее срежу. На оверлоке не буду проходить, просто разглажу вот этот шов, так как этот шов у меня все-таки будет внутри. Так, когда вы оплели две детали, смотрите, складываем лицо с лицом и делаем
прошиваем вот эти уголочки, чтобы у нас получилось донышко. Я оставляю вот так вот, сейчас покажу небольшой хвостик. Начинаю с угла. Вот, оставлю этот хвостик. Сейчас я... И просто вот так вот иголочкой так, и так мы проделываем с каждым уголком, то есть со всеми 4 углами. В конце я, смотрите, просто вот так вот фиксирую, обрезаю свой шнур, да. То же самое проделываем с каждым углом, и мы потом будем соединять вместе 2 детали. Также сделаем с этим углом, и на второй детальке тоже 2 угла. Вот так вот я с лицевой стороны соединяю. Итак, когда у вас готово 2 детали, когда вы сделали вот так вот уголки, то есть они уже готовы для формирования донышка, я просто складываю вот так 2 детали, вот это лицевая часть, то есть изнанка с изнанкой, и начинаю соединять. Можете поставить маркер, чтобы не ошибиться, хотя канва, она же одинаковая, и получается, что клеточки точно такие же на одной и на другой стороне. Оставляю небольшой хвостик, сделаю такую вот как бы двойную закрепку сверху, то есть 2 раза пройдусь. И все, и просто соединяем 2 детали в каждую клеточку. Видите, если клеточка такая вот, куда иголочка не проходит, то просто иголкой проходимся в следующую клеточку. Здесь уже, где иголочка хоть кое-как проходит, идем. И вот так вот соединяем 2 детали. Когда 2 детали соединим, нам останется обвязать вот эту и вот эту часть. Тоже вот так, как я соединяю, просто стежком пройтись и обвязать. И далее я расскажу, что делать. Итак, смотрите, вот этот край я его просто обвязала. При соединении 2 деталей присоединила пукли. Они присоединяются точно практически так же, как вот сейчас мы присоединим ремешок. Для ремешка вот эта деталь, да, а с изнанки мы просто закручиваем вот этот болтик. То есть смотрите, как я здесь присоединила, ничего сложного, все вот это идет в комплекте, включая эту бирочку, это я вам говорила в начале. Смотрите, от края, где-то у меня, если вот отсюда считать, 3,2 сантиметра, да,
Вы же можете смотреть, можно ручки чуть-чуть подальше сделать. Это как кто желает. И вот внутри я просто прикрутила на эти болтики. И сейчас прикрутим вторую ручку. Да, и останется пришить подкладку. И в принципе все. То есть вот так вот ищем отверстие и прикручиваем. И так далее вставляем подкладку. Закрепили где-то булавочками, да, не забываем, что подкладка вставляется вот таким вот образом, то есть лицевая сторона, чтобы у нас была внутри. И просто невидимым стежком пришиваем. Начинать можно в любом месте. Сейчас покажу этот стежок. Смотрите, ну, если уже делать, то ровненько, тогда захватываем прям под самой каймой. И вот так вот ниточку ведем прямо. И сейчас делаем стежок внутри самой подкладки. Ну, шаг, сколько миллиметров, вы решайте сами. Смотрите, я вот как-то так делаю. Подтянули. Теперь захватываем наш шнур вот здесь. Опять же ниточку прямо. И делаем опять же снова шаг. Все таким образом, да, у вас получается такой невидимый стежок, абсолютно невидимый. И вы аккуратно пришиваете вашу подкладку. Она у меня без кармана, я уже говорила. По желанию вы еще в комплекте у нас идет кнопочка пришивная. Это тоже вы по желанию можете еще пришить и кнопочку. Все, таким образом пришиваем подкладку. Вот пришивная кнопка. По желанию ее пришиваете, да. И я уже вам покажу готовый результат и померяю размеры. Итак, все, сумочка готова. Смотрите, я пришила и кнопочку. Вот как смотрится внутри. По-моему, вполне замечательно. Кнопочка, еще раз скажу, она идет в комплекте. Сейчас расскажу по размерам. И ушел на такую сумочку у меня один моток. Даже немного еще осталось. Может быть, в дальнейших видео покажу, как кошелечек или футляр для очков делать. Так, смотрите. Ширина, если так брать, да, 35 сантиметров. Высота без ручек 26 сантиметров. Если брать с ручками 54 сантиметра. Она получилась совсем не тяжелой, такая невесомая сумочка. И, по-моему, смотрится очень даже стильно за счет вот этой трикотажной пряжи под кожу. Посмотрите. Какой красивый, очень хорошо сочетается с золотом. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока.